пройтись пешком с Чангу в Убудск. Это была моя большая ошибка. Только что остановил полицейский. Нашел свинью большую. У нас вынужденный стоп. Я не знаю, смогу ли я назад пойти, но буду честный, ноги волочатся. Вот так. Алло, здорово. Ni hao, selamat pagi. Hello. Начинаем свое путешествие из Чангу в Убуд. Ориентируюсь на 30 километров, 6 часов ходьбы. Сапаги. Возможно, придется с кем-то из них драться. Так, ну что, у нас вынужденный стоп. Уже вспотел, натер ногу. Пришлось заменить тапочки. С сланцем я уже привык. И без сланцев тяжковато ходить. Я думаю, я прошел, может быть, пару километров. Впереди еще, наверное, 20-30. В Балийцев есть такая тема, они всегда спрашивают, куда ты идешь. Для того, чтобы идти куда-то, нужна цель. Для них ходить без дела, это значит, что ты потерянный. Глобально, зачем я это все делаю, сам не знаю. Все, на этом как бы моя цель закончилась. Пытаемся победить дорогу. Оп-оп-оп. Глянь на полицейский. Только что остановил полицейский. Сказал, что пройтись пешком с Чангу в Убудск невозможно. Посмотрим, проверим. В этих клетках, кстати, разводят насекомых для птичек. Я уже прошел Далунг. Здесь очень мало рисовых полей. Думал, что будет больше. И тут все очень локально, скромно, но со вкусом все оформлено. При этом очень чистенько и аккуратненько. Есть, конечно, вот такие моменты. Присутствуют. Шляпы. Сейчас пойдем посмотрим, что это такое. Это была моя большая ошибка, то что я рассчитывал, что здесь будет много фруктов по дороге. Но фруктов очень мало. Интересно будет назад пройти ночью, потому что местные питаются после 6, после 5. Возможно, все будет открыто. Дуриан. Поймал на завтрак дуриан. По дороге попался дуриан. Вот. Локал. Пахнет странно, на вкус. Ну, прикольно, послевкусие, лука. Пройдено 2/3 пути. Я не знаю, смогу ли я назад пойти, но это вышло бы 60 километров сюда-обратно пройти. Посмотрим. Пока что я двигаюсь на дуриане. Хочу выпить какого-то или джусика, или айсте. Но пока ничего подходящего не нашел. Точнее, нашел, но не. Нашел свинью, большую свинью, бабигули. Впервые видел ее целиком. Встретил мужичка. Говорит, что мне осталось километров 5. Ну, в принципе, значит, 20 я уже прошел. Пить охота, но джусиков не могу никаких найти. Теперь нужно топать дальше. Короче, посмотрим, хватит ли меня на обратную дорогу или нет. Или да, или вообще что будет. Миссия уже очень близка. Я вот дошел практически до Манути Фореста.
начинаются джунгли какие-то. Но, честно говоря, может быть, и назад пойду сегодня. В любом случае, сейчас отдохну, а там буду решать, либо оставаться здесь, либо двигаться дальше. Приперся в этот убуд. Честно говоря, такое ощущение, что виза 60 плюс только людям в убуд. По сравнению с Чанду, где полно красивых людей, одни пенсионеры и бодипозитивщики. Но атмосферка весьма неплохая. Сейчас где-то присяду, отдохну, попью водички, посижу. По поводу отдыха могут возникнуть проблемы. Это либо Варунг, либо Варунг. Необычная история случается с тобой, если ты выходишь из дома. В Убуде меня только что заметил какой-то парень, окликнул и говорит: это не ты там шел в какой-то глухой деревне 30 минут езды отсюда? Я говорю: ну, как бы я. Appreciate you. Absolutely. И он меня угостил очень прикольным, вкусным, натуральным соком. Сачок вкусненький, очень по-домашнему, очень натурально. Посмотрим, насколько мне хватит этой энергии. Но это был прям буст мотивации, буст энергии. Ходить пешком здесь есть определенное удовольствие. А кто тут у нас такой нарядный? Я сейчас готов пройти еще 30-очку. Наверное, 1/3 или, возможно, половину пути уже пройдено. В целом, я думаю, что я смогу дойти и поставить свой личный рекорд. На дворе уже начинает потихоньку смеркаться. Мне нужно будет завтра сделать вердикт. Благоразумная ли это была идея устроить марафон такой? Или стоило все-таки разбить его на 2 дня? Папайя. Пересекаем дорогу. Вернусь я затемно. Главное, чтобы не по дождю, потому что ветерок поднимается. И это может быть плохим знаком. Но ветерок скромный, поэтому я основательно надеюсь на то, что по сухому, по здоровому я доберусь до дома. Пройдено больше 40 километров, буду честный, ноги волочатся. Но идут. О, вот булочки прикольные. Но опять же, мне нельзя. Я думаю, что мне осталось, наверное, километров 15. Идти, наверное, часа 3 плюс-минус. В прошлый раз, когда я говорил, что прошел 1/3 или половину, я наврал. Это была 1/4. Я думаю, что я дойду без такси. Но в любом случае, я уже в том месте, где такси не вызовешь. Местный аналог KFC. Пробовал здесь бургер, это было отвратительно. Вот так. Финальные 10 километров. Скажу так, я могу пройти. Но уже я не хочу их проходить. Физически это реально. Но морально удовольствие уже это не приносит. Главный недостаток то, что я на быстрых углеводах. Дуриан, бананы, недостаток энергии очень ощущается. Но в любом случае я уже близок к своему району, к своему дистрикту, и мне уже будет проще здесь, легче идти, потому что уже все знаешь. Главный момент: грохочет гром, блескает молния вдали. Надеюсь, что мне хватит времени добраться.
Все, уже даже заругаться охота. Уже не такой легкий путь. Многие еще не отказываются, но на грани того, чтобы сказать, что они пришли. Вон мой Боуджек. Я сдаюсь. Ну, буду честным, 60 километров — это сильный промежуток времени и дистанция сильная. Поэтому следующее будет 100.